Иранский мир. Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Мы с вами продолжим обзор рубрики «Мир. Цивилизация». В мире существуют государства, территориальные границы которых не всегда совпадают с культурным, религиозным, идеологическим, историческим, этническим, ментальным состоянием народов и людей, в них проживающих. Государства, которые в той или иной мере претендуют на главенство в этих параметрах, называются мир, цивилизация. В сегодняшнем ролике, в этом цикле, мы с вами рассмотрим такой мир, цивилизацию, как иранский мир. Откуда его корни, как он зародился, его особенности и перспективы. История иранской цивилизации насчитывает несколько тысячелетий, а ее корни уходят в глубокую, еще до письменную древность. За прошедшее время в регионе, который не ограничивается лишь рамками современного государства Иран, сменилось великое множество династий и форм правления. Возникали, развивались и сосуществовали различные религиозные системы. Мы с вами рассмотрим формирование общности иранского мира на примере следующих государственных образований, таких как Медийское царство, Первая Персидская империя, держава Ахеменидов, Македонская империя, империя Селевкидов, Парфянское царство, Вторая Персидская империя, государство сасанидов, Арабский халифат, Саманидская империя, Эмират, последовавшим за ними тюркским тысячелетием, за исключением последней династии, Пехлеви, которая была персидской, временным правительством Ирана и сегодняшним современным Ираном, представленном в виде Исламской Республики Иран, Медийское царство со столицей в Экбатане. На уровне власти имело иранское происхождение, когда ираноязычные племена переселились на земли современного Ирана с территории кочевых пространств Средней Азии. Медийское царство дало иранскому миру в VII веке до нашей эры религию, зороастризм, огнепоклонство, Первая Персидская империя, держава Ахеменидов, со столицей в Пасаргады, первой столицей империи Ахеменидов. На территории ее руин располагается гробница Кира II Великого, Персеполь – летняя столица, Сузы – зимняя столица, Вавилон – столица в период максимального расцвета Первой Персидской империи. На уровне власти имела иранское происхождение, когда персы, ираноязычные племена под предводительством легендарного лидера Ахемена, переселились на земли современного Ирана с территории кочевых пространств Средней Азии. Первая Персидская империя образовалась в результате захвата Киром II Великим из династии Ахеменидов у своего деда по матери Астиага Медийского царства. Первая Персидская империя, держава Ахеменидов, дала иранскому миру распространение религии зороастризма, огнепоклонства. Македонская империя со столицей в Вавилоне образовалась в результате падения империи Ахеменидов и приходом к власти Александра Македонского из македонского рода Аргиад. Империя Александра дала начало проникновению эллинской культуры в иранский мир. Империя Селевкидов
со столицей в Селевкии. После смерти царя Александра Македонского и последовавшему за этим ряду гражданских войн к власти в регионе пришел полководец Александра Великого Селевк I, Никатор. Империя селевкидов провела эллинизацию персидского пространства. Парфянское царство. Вторая Персидская империя, государство сасанидов, со столицей в Истахре, первой столицы сасанидов. Город был центром религии зороастризма. В нем хранилась оригинальная Авеста. На период государства сасанидов пришелся второй рассвет религии зороастризма. Второй столицей сасанидов был Ктесифон, вплоть до падения империи под натиском арабского халифата. Арабский халифат со столицей в Медине располагался также и на территории иранского мира. Он оказал огромное влияние на религиозную основу иранского пространства. Принятый ираноязычными народами Персии ислам оказал огромное влияние на культурную жизнь региона. Саманидская империя, Эмират, со столицей в Бухаре. С 892 года саманиды стали независимыми от власти аббасидов. Власть саманидов имела иранское происхождение. Империя просуществовала до 999 года. Тюркское правление в Иране началось с династии Газневидов, Эмирата Газни, и вхождении иранского пространства в государство сельджуков с последовавшим за ним государством Хорезм-Шахов, которое пало вследствие вторжения монгол. В последовавший период происходило правление монгол и Тимура. Формирование иранской государственности и культуры можно увидеть в таких государствах, как Сефевидское государство, династия Сефевидов и последующих за ней династий Авшаридов, Каджархидов. Последняя не тюркская, а персидская династия была династия Пехлеви. Именно в период ее правления страна была как никогда вестернизирована и интегрирована в западное культурное пространство. Дабы показать историческую преемственность и культурную мощь своей власти, в 1971 году шах Мохаммед Реза Пехлеви провел празднование 2500-летия Персидской империи. Это событие явилось кульминацией монархической формы правления в Иране, так как в скором времени произошла теократическая революция, и в условиях Временного правительства Ирана к власти в 1979 году пришла нынешняя власть. Современный Иран является ключевым, стержневым государством иранского мира. Религиозной структурой Ирана является ислам шиитского толка. Сегодня в мире проживает более 200 миллионов человек иранских народов общего происхождения и говорящих на иранских языках. Самыми многочисленными из них являются пуштуны – 63 миллиона человек, персы – 55 миллионов человек. Они являются стержневой основой государственной традиции иранского мира, выраженной в государстве Иран. Ролик о них вы также можете увидеть на данном канале, пройдя по подсказке. Курды – 45 миллионов человек в мире. Ролик о курдах вы можете увидеть, пройдя по подсказке. Таджики – от 25 до 35 миллионов человек в мире. Подробнее о них вы можете узнать, пройдя по подсказке.
Согласно Авесте, цвета флагов иранского мира обозначают следующие. Зеленый – военной знати, белый – духовенство, красный – свободное общество. Сегодняшний иранский мир представлен таким регионом, как Большой Иран, или как его еще называют, Иранский культурный континент. Это исторический регион, находящийся либо находившийся под значительным влиянием иранской культуры. На сегодняшний день концепция Большого Ирана носит сугубо культурно-исторический характер. Нужно четко разделять сегодняшнее государство Иран, территорию Большого Ирана и ареал этническо-лингвистического расселения иранцев, персов. Здесь на карте мы с вами видим исторические районы иранского этноса и то, как иранский язык распространен сегодня в мире. Особенно стоит подчеркнуть, для иранского мира стремление к теократическому выстраиванию своего государства, невзирая на религиозную систему, будь то зороастризм или ислам. Дорогие друзья, мы с вами разобрали иранский мир в контексте мир-цивилизация. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, рекомендуйте видео своим друзьям и знакомым. До новых встреч в новых видео!